Всем привет, с вами Тори-чан. В Японии наконец-то закончилось бесконечное лето и начало понемногу холодать, поэтому сегодня расскажу о японских зимних ритуалах ухода за собой, которым я научилась от моих японских знакомых. Поехали! В Японии очень высокая влажность, что в общем позитивно влияет на состояние кожи, но у этого есть свои минусы. Допустим, у кого-то это вызывает высыпание на коже, волосы пушатся, их невозможно нормально уложить, и также кожа привыкает к высокому уровню влажности и легче травмируется зимой, когда у нас суше воздух. Допустим, летом, особенно в Японии, у нас может быть 80-90% влажность воздуха даже без дождя. Мы буквально плаваем здесь и используем разные осушители воздуха, чтобы хоть как-то можно было дышать спокойно. Но вот в холодное время года влажность может опуститься до 50% и ниже, что для кого-то, возможно, звучит как довольно высокие показатели, но для Японии это очень сухо. Именно поэтому первое, чему уделяется особое внимание в это время года японками и японцами, это согревание, а также температура кожи, лица и тела в общем. А учитывая то, что во многих японских домах нет хорошей теплоизоляции и центрального отопления, неудивительно, что в магазинах продается много интересных приспособлений, чтобы согреть, допустим, плечи, есть вот такие вот накладки. Вот эти маски — это настоящая находка, я их обожаю и использую очень часто, не только зимой. Это маски для глаз, которые нагреваются. Эти согревающие маски — моя любимая находка в японских магазинах, и они действительно хорошо снимают усталость с глаз после работы за компьютером и также приятно греют ваше лицо холодными зимними ночами. И главный минус этих масок — это то, что они одноразовые. Поэтому, поскольку я их довольно часто использую, я решила, что время купить себе вот такую вещь. Это многоразовая маска, которая греет ваши глаза и также уши. И, как видите, здесь такая есть кнопочка. Вот так вот вы ее носите, надеваете. И вот так вот в ней можно спать. Вещь, которая лично мне показалась очень интересной, это то, что когда в японском уходе речь идет о поддержании состояния кожи, особенно зимой, речь идет не только о лице и тому, что к нему прилагается, но и о ваших ногах. Потому что в Японии считается, что в ваших ступнях находится много разных цубо, это точки энергии, и каждая точка за что-то отвечает. Допустим, эту точку вы нажали, и это отвечает за вашу печень, это за сердце и даже за ваши мышцы лица и состояние кожи. Поэтому считается, что держать ваши ноги в тепле не менее важно, чем наносить увлажняющий крем. В это время года появляются целые отделы с разными утепляющими ноги носками. Особенно мне нравятся вот такие чулки для сна. Вы только посмотрите, насколько все продумано, с отверстиями для пальцев ног. Наверное, эффект такой же, как и когда ноги из-под одеяла высовываешь. И, конечно же, горячие источники онсен – неотъемлемая часть зимы в Японии. Онсен не только хорошо согревает, но и благодаря минералам тело сохраняет температуру намного дольше, чем после обычной ванны, а кожа становится мягче и не пересыхает. Нам повезло, и сейчас мы живем очень близко к горячим источникам, поэтому зимой мы можем ходить туда несколько раз в месяц, а иногда даже каждую неделю, но часто японцы заменяют горячие источники онсен на принятие ванны. Сразу понятно, что японцы обожают принимать ванну. Это все соли для ванн. В таких вот больших упаковках они продаются. Ой. Допустим, я также люблю вот такие вот с разными лесными запахами. Может быть, такой себе взять. И вот это мне тоже очень нравится. Это с запахом хиноки. Японское дерево, японский кипарис, наверное, оно переводится. Очень приятный запах дерева, как будто вы пришли в горячий источник онсен. Именно из-за культуры горячих источников ванна для японцев очень важна. Настолько важна, что почти в любой японской квартире и доме есть ванна с автоматическим набором воды нужной температуры. И также функции вторичного нагрева, если, допустим, вода остыла. Вы думали, соли для ванн закончились? Нет, это тоже все соли для ванн. Вот этот отдел. И зимой японцы могут принимать ванну. Конечно, от человека зависит, понятное дело, но многие мои знакомые принимают ванну почти
каждый день, когда зима. Второе, чему уделяется особое внимание, это зимнее очищение кожи. В наше время это уже само собой разумеется, я думаю, но японки делают двойное очищение гидрофильным маслом и только потом пенкой для умывания лица. И зимой к этому добавляется еще один пункт, это теплое полотенце. Даже Изами вот так вот использует полотенце теплое. Но мальчики так делают, чтобы было проще брить лицо потом. Берете небольшое полотенце, подогреваете его в горячей воде, аккуратно выжимаете, чтобы не обжечься, и распариваете им кожу примерно 3 минуты. Это можно делать после того, как вы смоете макияж лосьоном, но до очищения маслом и пенкой. Теплое полотенце распаривает кожу, тем самым улучшая кровообращение, открывая поры и подготавливая сухую кожу к глубокому очищению. Умывалки в холодный сезон выбирают щадящие с увлажняющим эффектом с использованием гиалуроновой кислоты и цимидов. Например, вот эта пенка для умывания лица от японской фирмы Хадарабо, в которой содержится гиалуроновая кислота, и поэтому после нее кожа очень мочи-мочи, как говорят японцы, мягкая и увлажненная. Зимой особенно популярны вот такие умывалки для лица в виде пенок. Это очень плотная воздушная пена, которая считается более щадящим способом, как можно смыть ваш макияж и умыть лицо, потому что вы не шкрябаете ваше лицо руками, а именно моете его вот такой воздушной пенкой, как вот здесь на картинке. Третье – это стимуляция кровообращения лица. И один из способов улучшить кровообращение кожи лица, что помогает сохранить температуру кожи и не дает ей высохнуть даже зимой, это массаж. Многие японки, с кем я общалась, практикуют массаж лица. Кто-то делает простой массаж дома, когда наносит молочко или крем, а кто-то ходит на профессиональный массаж лица в салон. Массаж очень важен, реально советую, и не только зимой, но честно скажу, я ленивая попа, не могу себя заставить каждый день делать массаж лица, и в салон у меня тоже ходить времени нет, поэтому я в последнее время читю, хитрю и использую вот такой аппарат для ухода за лицом от японского бренда Yaman. И именно этот аппарат я уже как-то вам показывала, я его использую для глубокого очищения кожи, потому что у него есть функция RF, это радиоволны, также EMS, это электростимуляция для лифтинга. И Yaman это японский бренд, который уже более 45 лет на рынке, и это один из самых знаменитых брендов технологий по уходу за кожей в Японии. Мне кажется, нет японки, которая бы не знала эту фирму. У них есть много прикольных штук для ухода за лицом в домашних условиях. Например, в последнее время я также пользуюсь вот такой маской Medi Lift Plus, которая использует технологию EMS, электростимуляции мышц, и помогает подтянуть мышцы лица, повышает упругость, воздействуя на мышечный каркас вашей кожи. С ее помощью можно заменить походы в массажный салон, а также это профилактика потекшего лица. И также эта маска довольно популярна среди многих японок, потому что в Японии популярен четкий контур лица и подбородка, и японки готовы ради этого на все. И я сейчас говорю не только о походах в массажные салоны, но даже некоторые себе ботокс колят в челюстные мышцы, чтобы расслабить эти мышцы и сделать более четкий контур лица. EMS снимает напряжение с челюстных мышц, что помогает улучшить контур лица в домашних условиях и создает лифтинг-эффект. Этот аппарат подходит для всех типов кожи и прост в использовании, ее даже можно использовать во время вашей работы за компьютером или приготовления ужина. Изми говорит, что я похожа, как будто я из Сайберпанка. И очень классная новость, по промокоду TORI сейчас действует скидка 16% на весь ассортимент Yaman. Ссылки на официальные сайты с продукцией Yaman в вашей стране есть в описании этого видео, кликайте. Четвертое. В зимнее время года японки особое внимание уделяют так называемому хошицу. И хошицу можно перевести как увлажнение, но это не совсем так. Дословно хошицу переводится как сохранение влаги, поэтому речь не только о слоях увлажняющего крема, но и о разных способах, как не давать телу терять влагу в сухое время года. Вначале меня очень сильно удивило, насколько японцы серьезно относятся к хошицу, и это касается не
не только специальной увлажняющей косметики, но и разных ежедневных привычек. Допустим, говорят, что зимой лучше носить маску на улице, потому что так у вас не перемерзает кожа и не трескаются губы. В холодное время года особенно спасают вот такие маски. Это специальные маски, чтобы не пересыхало горло, даже если в комнате очень сухо. Поэтому можно, допустим, вот такую маску надеть на ночь. Это реально очень классная вещь. Я такими масками пользуюсь, когда я летаю на самолете на длительные расстояния, и она спасает. Совершенно не пересыхает горло из-за сухого воздуха и не трескаются губы, как обычно бывает в самолете. И пользоваться ей очень просто. Тут есть обычная маска в наборе, самая простая, но в ней есть такие как кармашки, и вы внутри этих кармашков засовываете специальные такие влажные салфетки, скажем так. Зимняя японская косметика с эффектом хошицу помогает коже именно не высыхать и сохранять влагу дольше, благодаря гиалуроновой кислоте и церамидам, которые помогают мембране клеток работать лучше, а также витамину С и И. Также отдельное внимание уделяют увлажняющим бальзамам для губ, его тоже советуют наносить перед сном. Специализированный ночной бальзам для губ от трещин и сухости. А это, например, скраб для губ, а также увлажняющая маска для губ от японской фирмы Bifesta. Тоже мне очень нравится. Увлажняющая японская косметика с эффектом хошицу действительно очень хорошая, но единственное, нужно быть аккуратными. Многое косметика в Японии с отбеливающим эффектом, потому что здесь популярна белая кожа, поэтому даже если это просто крем для рук, он тоже бывает с отбеливающим эффектом. И пятое – это согревающее питание для поддержания температуры тела и упругости кожи. И честно скажу, я в восторге от японской традиционной кухни, потому что даже не прикладывая много усилий, а просто питаясь японской традиционной сезонной едой, можно поддерживать свой иммунитет, температуру тела оптимальной, и еще и для кожи она полезна, что может быть лучше. И я реально с переездом в Японию почувствовала, что у меня кожа стала намного лучше, и даже Изами, хоть он и родился и вырос в Японии, когда он жил один, он питался в основном Макдональдсом, разной жареной едой и едой из магазина. Поэтому, когда мы встретились, у него были довольно большие проблемы с кожей, но не кожей лица, на удивление, а кожей спины. У него было много очень прыщиков, темные пятна и так далее. И мы начали готовить дома в основном японскую традиционную сезонную еду, и все прошло. Поэтому реально советую. И один из рецептов, который мы готовим зимой в Японии, это сёгаю. Это имбирный напиток. Готовится очень просто. Вам нужен свежий имбирь, желательно. Если нет, можно, конечно, заменить сухим имбирем, но свежий намного полезнее, потому что он улучшает кровообращение и поддерживает иммунитет. Конец осени и начало зимы как раз сезон молодого имбиря. Мы даже собирали его прямо с грядки родственников Изами, ну и даже в обычном магазине его можно купить. Сёгаю готовится очень просто. Натираете имбирь и заливаете его теплой водой примерно 80-90 градусов. Сюда можно добавить также укон, куркуму, сок цитруса юзу, лимона или мандарина. Еще один популярный зимой японский ингредиент, в котором содержатся церамиды, важные для поддержания упругости кожи, это коньяку и ширатаки. Это совершенно безвкусная желеобразная штука, которая делается из японской картошки коньяку. Очень полезна для кожи, но ее нужно уметь правильно готовить. Зимой популярно делать горячий суп набе с использованием этого желе, коньяку или ширатаки, а также других полезных ингредиентов, как грибы шиитаке, богатые антиоксидантами, тофу, имбирь, цитрус юзу и так далее. Возможно, вне Японии эти ингредиенты трудно достать, но сам рецепт очень простой. В куриный фарш добавляем немного соевого соуса, измельченный имбирь, а также грибы шиитаке и формируем из этого тефтельки. Желе коньяку или ширатаки нужно обдать кипятком, это делается, чтобы убрать запах. В большую кастрюлю выкладываем порезанный соевый сыр тофу, желе коньяку или ширатаки, любую нарезанную зелень, я использую мизуна, но можно также использовать пекинскую капусту или обычную капусту. Можно также добавить лук-порей и любые грибы, а также куриные тефтельки. Заливаем это все супом, я использую суп на основе рыбного бульона даши, саке, а также соевого соуса, но можно использовать любой суп на ваш вкус. И варим до готовности.
Очень простое, согревающее и при этом полезное блюдо. Ингредиенты я напишу в описании этого видео, там же есть и ссылки на продукцию Яман, кликайте. И надеюсь, что вам было интересно это видео. Хоть я и говорю о зимней рутине, у нас все еще плюс 20 где-то, это холодно для юга. А сколько у вас сейчас за окном? Жду ваших комментариев. Всем большое спасибо за просмотр, всем пока!